Здравствуйте, друзья, подписчики и гости моего канала «Уральская кудесница», а также моей группы. Меня зовут Ната. И сегодня у меня ролик, в котором я покажу, как легко и просто сшить красивый блок из ткани. Я сделаю 3 блока, а уже из этих 3 блоков сошью салфетку для кухни. Этот блок можно использовать в любом домашнем текстиле, будь то покрывало, декоративная подушка, одеяло, декоративные панно. Вообще вариантов много. Да и сам блок этот универсален. Можно поиграть с цветом, с формой, с размером. В общем, девчонки, блок шьется легко и просто, вариантов его использования очень много. Ну что, я начинаю. Итак, для блока мне понадобится ткани. Вообще блок можно сделать однотонный, что я и буду делать. Но так как у меня 3 блока, я буду использовать несколько видов ткани. У меня вот такая бязь с новогодним принтом. Все-таки скоро Новый год, хочется что-то новогоднего. Итак, вот эти 2 ткани я буду использовать на блоке. У меня будут блоки в 2 расцветках. Это основная ткань. Затем, конечно, нужна фоновая ткань, куда мы будем пришивать этот блок. У меня вот такая белая бязь. И, в принципе, все. Но, так как я сама по себе человек очень экономный, а блок будет двухсторонний, у нас будет ткань с одной стороны и с другой, то есть с обратной. И вот та обратная сторона, которая будет пришита к фоновой ткани, ее вообще видно не будет. Поэтому можно использовать те ткани, которые нам уже не нужны, да, либо какое-то там постельное белье, которое вы уже не используете. Можно делать все из одной ткани, но это как бы не очень экономично. Я буду использовать, девочки, флизелин. У меня его очень много, мне нравится с ним работать, он удобный. В общем, я буду использовать его. А вы уже выбирайте, что для вас удобно. Итак, что мне нужно сделать? Я сейчас все уберу, буду работать с красной тканью. Итак, я приступаю. Из ткани, которую мы взяли для пошива блока, нам надо будет вырезать, если вы все шьете из одной ткани, 6 заготовок. Если вы будете ткань экономить, то тогда из основной ткани делаем 3 заготовки и из дополнительной ткани тоже делаем 3 заготовки. Заготовка очень простая. Это окружность, у меня она диаметром 13 сантиметров. Итак, заготовочки у меня вырезаны. Вот таких 3 окружности диаметром 13 сантиметров. Затем на обратную сторону я, как и говорила, беру кусочек флизелина. Дальше все легко и просто. Клеевую сторону флизелина я складываю вместе с окружностью и делаю строчку по кругу. Нигде ничего не пропускаю. Сплошная строчка. Проложила строчку по кругу, замкнула. Сейчас уберу ниточки. Дальше возьму ножницы зигзаг и обрежу все лишнее. Лишнее все срезала. Вот такая получилась заготовочка. И теперь мне надо разрезать флизелин и вывернуть заготовку. Как разрезаю? Смотрите, я разрезаю не вот так вот, не вот так, не вот так косо, а четко пытаюсь от центра по прямой линии сделать разрез. Это нам пригодится в дальнейшем. До конца самого, вот до края, я не дохожу. Все, мне этого хватит. И теперь выворачиваю заготовочку. Флизелин немножко порвется, ничего страшного. Потом все закрепится утюгом. Нам самое главное, чтобы были ровные, красивые и подогнутые края. Теперь надо все это проутюжить. И будем работать дальше. Вот так все получается. Ну что, иду к утюгу. Все это проутюживаю. Таким образом, я сделала вот 3 таких заготовочек. Видите, здесь у меня везде разрезы, сильно утюгом пришпаривать не стала, чтобы клей на флизелине полностью не разошелся. Мне потом он еще понадобится. И теперь я беру 2 и разрезаю их одинаковым способом. Смотрю, где у меня здесь разрез флизелина. Ищу ровно серединку. И делю эту окружность пополам. Прикладываю и разрезаю на 2 части. Одна заготовочка. Таким же образом идет вторая заготовочка. Смотрю, где у меня разрез. Все, 2 заготовочки готовы. И вот с 3-й заготовкой я ее поделю на 4 одинаковых сегмента. Смотрю также, где разрез. Складываю пополам. Ищу серединку. Помогаю себе. Прикладываю, ориентируюсь на мат, чтобы все ровно было. Разрезала. И теперь каждую половинку я тоже разрезаю пополам. Также ищу серединку, складываю. Ищу центр.
Можно, конечно, работать линейкой, все это мерять. Ну, вот мне так проще, мне так удобнее. Сложил пополам деталь и нашел середину. Но это, конечно, не на всех работах. И второй также делаю. Вот, это все заготовки для нашего блока. Их получается 4 до 4, 8 частей. То есть 3 окружности мы разрезали 2 окружности пополам и одну окружность на 4 сегмента. Теперь нам нужно взять фоновую ткань, на которую будем пришивать сам блок. У меня вот такой прямоугольник. Это не квадрат, это прямоугольник. И теперь мне на нем тоже надо найти середину. Я тоже делаю это все просто. Прямоугольник у меня ровный. Я вот так все складываю и ищу на нем тоже середину. Всю серединку я нашла. Вот у меня центр. И самое главное, что мне нужны вот эти линии. Линии, которые делят этот прямоугольник, либо там какую-то другую заготовку, квадрат. У вас может быть круг, треугольник, любая заготовка. Но делит ее на 4 части. Почему? Сейчас покажу. Мы сначала с вами будем пришивать к основе вот эти 4 маленьких сегмента. Сейчас я их достану. Вот. И располагаем их таким образом. Посмотрите. Вот так. Видите, у меня здесь уголки соприкасаются с центром заготовки. Затем вот так. Чтобы у нас внешне из этих заготовок получился квадрат. Чтобы все эти кончики соединялись. И в итоге у нас получился вот такой квадрат. Все. Теперь эти сегменты надо пришить к основе. Проложить вот здесь по краю строчку. Строчку не надо прокладывать слишком на большом расстоянии от края, потому что это будет просто закрепительная строчка. Если ее проложим далеко от края, то ее потом будет видно и придется ее распускать. У нас все равно еще будут здесь проложены строчки. Поэтому только закрепляем. Смотрите, еще одна раскладка этого блока. Вот я его сейчас разложила квадратом, да, но на одной своей заготовке я буду вот в этом месте раскладывать его ромбом, чтобы он получился у меня немножко другой. Как я буду раскладывать ромбом? Это вот просто вот этот угол должен лежать на середине, затем так, так и так. То есть мне надо смотреть, чтобы вот эти углы четко лежали на середине. И тогда у нас получается, если мы смотрим снизу или сверху, раскладка идет ромбом. Такой вариант тоже раскладки возможен, и блок будет немножко перевернут. Но первую заготовку я буду делать, как вам показывала. Сейчас все выложу, закреплю булавочками и проложу строчку на машине. Итак, я все прошила, видите, просто строчка, самая обычная строчка. И теперь я буду пришивать вот эти детали. Их пришивают в последовательности. Беру первую деталь. Прикладываю ее. Булавочки можно убрать. Прикалываю. И прокладываю здесь строчку на машинке. Вот в этом месте. Смотрите, строчку проложила на машинке. Убрала иголочки. Вот так отогнула. Затем беру следующий полукруг, полуокружность. Также ее прикладываю, закрепляю булавочками и прокладываю строчку. И так я поступаю еще с двумя деталями. Все делаю последовательно по кругу. Итак, пришила я последний элемент, отгибаю его. Посмотрите, какой симпатичный получается блок. Что сейчас осталось? Осталось только все это хорошо проутюжить и везде по краю, снаружи, снутри пришить этот блок полностью к основе. Но есть такой момент. Посмотрите, внутри у нас образовался кармашек. Можно в этот кармашек вложить ткань какой-нибудь с мелким принтом, допустим, ну, вот если новогодняя, то может быть какая-то там елочка, либо новогодняя игрушка, тогда получится, что вот здесь у вас еще есть декоративный элемент, но у меня ткани нет с мелким принтом, они у меня все с крупным, а можно без принта, можно просто сделать такой вкладыш сюда цветной ткани, и тоже блок получится другой. Затем все отшпарить и, конечно, прострочить на машинке. И еще один момент. Если все-таки вы решили вложить туда ткань и будете работать с флизелином, как я, то тогда вам надо сделать таким образом, чтобы клеевая сторона флизелина была
наружу, то есть вот здесь клей, чтобы вот здесь был клей, чтобы можно было вложить туда дополнительный квадратик ткани цветной, пришпарить все утюгом, и тогда у вас эти кармашки приклеются к этой ткани и будет работать дальше удобнее. Ну вот здесь выбирайте сами. Итак, мне осталось только все отутюжить и прошить по краю. Есть у меня еще 3 заготовочки для второго блока. И сейчас я вам покажу один блок, который у меня уже готов. Вот посмотрите, один блок я уже полностью сделала. Как и говорила, у меня будет салфетка из 2 видов ткани. Белая с красным и красная с белым. Вот здесь я первую раскладку, вот эти маленькие элементы, раскладывала ромбом. Вот здесь, которую делала вместе с вами, раскладывала квадратиком. Видите, какая небольшая разница? Вот. Хотя, в принципе, если перевернуть так, то тоже получается та же самая раскладка. Но так как это прямоугольники и мне надо шить салфетку, раскладка была вот такая. В общем, девочки, вот в итоге, что у меня получилось. Сейчас я доработаю этот блок, потом следующий сделаю блок и буду уже собирать салфетку. Как собирать салфетку, я объяснять не буду, я буду все показывать, потому что, ну, там все элементарно, и в каждом ролике я это показываю. Я думаю, вы, наверное, уже устали от этого. Но для новичков я, конечно, все это покажу, но без озвучивания. И все на ускоренном кадре, чтобы не тратить ваше драгоценное время. Итак, продолжаю дальше работать над салфеткой. И встретимся уже, когда полностью моя работа будет готова. Ну вот, я полностью закончила свою работу. Салфетка у меня получилась очень небольшая, но, в принципе, так и задумывалась. Давайте сразу скажу, какого размера получился сам блок. У меня, значит, он вышел размером 22 сантиметра, ну, соответственно, на 22. Честно говоря, мне очень понравился, девочки, этот блок. Ну, прямо удобный, симпатичный. Ну, как и говорила, с ним можно поиграть и с цветом. Можно вот эти детали сделать совершенно другого цвета, либо внутренние детали, либо сделать интересную серединку. В общем, все, что можно. Смотрите, я сделала вот такую рамку. Сначала планировала, что у меня будет рамка одного зеленого цвета. Но поняла, что не очень смотрится гармонично с самими блоками, потому что вот ярко-красный цвет, он прямо так, знаете, въедается в глаза, поэтому надо было его чуть-чуть потушить. И для этого я взяла, с одной стороны добавила вот такие красные полоски, и у меня получилась рамка здесь вся из зеленого цвета, а здесь зеленым с красным. Вот такая изнаночная сторона, здесь у меня тоже бязь. В общем, девочки, я своей работой довольна, блок очень понравился, я еще с ним поработаю. Наверное, к этой салфетке я сделаю еще небольшие салфеточки для подгорячее. Я думаю, она будет достаточно красиво в Новый год смотреться на даче. Единственное, что возьму, конечно, размер окружности 8, наверное, 8 сантиметров. Хотя, если вы не знаете, какой размер окружности взять, то легко можно сделать выкройку из бумаги. Всего нам надо вырезать 3 круга, сложить и посмотреть уже готовый блок. И тогда вы определитесь точно, какой размер вам нужен. Ну, а на этом, наверное, сегодня все. Я с вами попрощаюсь. Пожелаю вам счастья, здоровья, успехов. Ну и, конечно, всего самого-самого хорошего. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Если не понравилось, дизлайк. Подписывайтесь на мой канал. У меня для вас много нового и интересного. Пока-пока. До встречи у меня в гостях.